Друзья, всем привет! Сегодня снимем небольшой обзор на печь. Это Каминетти Викинг компании Meta. Вот так вот она выглядит. Печь установлена в нашем дачном доме бревенчатом и используется как основной источник теплоснабжения. Поговорим о плюсах, которые есть у данной печи. Я, наверное, думаю, что есть смысл об этом поговорить, поскольку печь эксплуатируется уже 3 года и кое-что уже вырисовывается. Сейчас я вам об этом расскажу. Ну, давайте начнем с плюсов. Наверное, одним из плюсов является такой неплохой, мне кажется, дизайн данной печи. Выполнена печь в виде каминной топки вот с таким кожухом декоративным, за которым спрятана одностенная нержавеющая труба. Скажу, что эта печь выполнена из стали. Есть второй контур, который защитит вот эта обшивка, которую мы видим. Это второй контур, который защищает при соприкосновении от ожогов. И мне кажется, это очень продуманная производителем вещь. Что можно еще сказать из плюсов? Ну, по поводу мощности печи, это 12 киловатт, насколько я помню, заявлено. Действительно, печь достаточно мощная, закрывает всю потребность в тепле в нашем дачном доме. Используется как основной источник тепла эта печь, повторюсь. Дом у нас порядка 80 квадратных метров. Есть вот такой дровяничок, куда помещаются поленья. Они подсушиваются постепенно. И, в общем, если вы их заложите заранее, то они будут постепенно подсыхать, принимая тепло от топки. Что еще можно сказать? Широкая дверь есть у печи. Порядка 60 сантиметров. Сама топка длиной, наверное, будет правильно сказать, 70 сантиметров. И длина створки 60 сантиметров. То есть вы без труда загрузите достаточно длинные дрова. И с этим проблем у вас не будет. То есть любое полежка туда помещается без всяких проблем. То есть плюсы — это мощность, неплохой дизайн и отсутствие излишней какой-то стоимости, наверное. Теперь из минусов. Из минусов, как ни странно, это отсутствие системы чистое стекло, которое есть у печей подобных размеров у западных производителей. Но для меня это не является большим минусом. Для меня, наверное, большим минусом является качество отделки деталей. То есть вот есть различные кромочки, которые обрезаются, по всей видимости, станком и не зашлифовываются. Несколько раз пришлось столкнуться с какими-то заусенцами и, в общем, повредил себе руку. Поэтому все пришлось зашлифовать напильником вручную. В общем, вещь такая неприятная, прямо скажем. И спустя год эксплуатации, то есть топка здесь выложена, сейчас вот приоткроем дверку. Топка здесь выложена шамотом, то есть она футурированная. Достаточно много трещин. Но думаю, что знатоки скажут мне о том, что, или напишут в комментариях, что это происходит из-за неправильной топки печи. Ну, возможно. Напишите, почему это происходит. Возможно, это действительно так. Также
Вот обратите внимание, есть планка, решеточка, которая защищает от соприкосновений горячих поленьев со стеклом. Стекло вот такое закопченное. Решается эта проблема очень легко. Закладкой дров они прогорают, и температурой выжигается вся сажа, которая оседает на стекле. Но нас это не сильно напрягает, поэтому мы не обращаем на это внимания. Еще одним минусом является маленький зольник, который приходится периодически вытаскивать при очистке золы. Но справедливости ради можно сказать, что в зольник набирается золы, наверное, 2 раза за сезон. Остальное все легко удаляется с помощью небольшого совочка стандартным способом. Поэтому вот такая печка. Если понравилось, можете себе попробовать рассмотреть такой вариант на дачу, либо в дом, если вы отапливаетесь дровами. На мой взгляд, очень удачный вариант. Пишите ваши комментарии, вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!